Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 21 по 27 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, любой прогноз есть лишь прогноз. Реальность всегда отличается. И карты нам, увы, не расскажут о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, что подсказки вашего шестого чувства, и вы как раз допускаете варианты, как мы говорим, альтернативное развитие событий или из области рационального что-то. А именно наше сегодняшнее время наполнено ломкой какого-то шаблона. Не будет какой-то прежней, может быть, структуры или прежних каких-то регламентов. Что-то в пространстве меняется, и неизбежно нам приходится с этим считаться. И вот эта неделя как раз, это очень знаменательная неделя тем, что у нас будет 5 планет в ретро-движении. И помимо Венеры, которая у нас с конца июля уже в ретро-движение ушла, и до 3 сентября там будет, у нас Сатурн, Нептун и Плутон. Так из 23 числа Меркурий уходит в ретро-движение. И я напомню, что с ретро-меркурием всегда бывают какие-то, знаете, как информационные, либо фейки, напрямую скажу, либо какая-то неточность в новостях, либо какая-то информация противоречивая, или сбои в системах, электронных системах расчета, какие-то денежные вопросы тоже у нас могут, знаете, как задержка с деньгами проходить. Но хороший, наверное, аспект это то, что ретро-Нептун как раз нам больше плюсов дарит. Когда он в прямом движении, для нас словно туман, что-то за гранью понимания. А когда он в ретро, в обратном движении, тут как раз тайное может стать явным. Или то, что мы предполагали, оно словно для нас прояснится. И еще один момент, по 25 августа, как раз на неделе, трин Венеры к Хирону. Хирон – это могучий кентавр благородный и олицетворение израненного целителя. Залечить раны прошлых отношений или услышать словно подсказки собственной души и желание собственного сердца будет тоже очень важно. У кого-то может проиграться, как будто заканчиваются одни отношения и начинаются другие. По трину Венеры к Хирону проигрывается большая любовь. Вообще это движение, оно началось 6 августа. И вот 25 это уже как бы финальный аккорд. И иногда проигрывается в этот период, несмотря на то, что ретроградная Венера, и все говорят, знакомства не очень благоприятны. А ведь у кого-то могут проиграться как новая любовь. Причем та, которую мы называем с первого взгляда, от которой не уйдешь. И неважно, в каком ты статусе был до этого времени, а ведь правда какое-то сильное чувство может захватить. Нам не говорят, что это будет как-то легко и просто, но у кого-то может проиграться. Давайте будем смотреть, что важно знать для вас, мои дорогие водолеи, как видят обстоятельства вашей жизни на неделю карты. Или чему придется больше, может быть, внимания уделять. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать на неделе? А что нам будет помогать, давайте узнаем. Что скрыто, давайте достанем такую карту и по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Как у нас будет? С финансами смотрим энергетику и личная жизнь. Итак, что важно знать по мнению карт? Вы победители, мои дорогие, как будто победа уже в кармане. Либо вы уже где-то это прочувствовали по прежнему этапу, может быть, на прежней неделе какой-то вопрос или ряд вопросов и для себя решили очень хорошо. Или на этой неделе получится либо согласование, либо какое-то предложение поступит, либо информация, которая вас как раз придаст и уверенности в себе, и откроет новые возможности. Или еще какая-либо другая в чем-то победа, когда нам говорят, тебе придется удерживать все то, что ты уже достиг. Потому что это только 50% успеха. Остальные 50% будет как раз зависеть от вас, как вы сумеете удерживать все то, что в ваших руках сейчас находится. Начиная, наверное, от финансовых вопросов. У кого-то это должности могут проходить, когда нам придется, видимо,
но где-то так быть очень прозорливому и внимательному, не, условно, не сдать свои позиции, вот что будет важно. Да, есть ваша победа, но именно этот статус победителя нужно еще приложить усилия, чтобы сохранить. Поэтому не время расслабляться, я бы сказала так, держать руку на пульсе. Продуктивная неделя, но сказать, что можно так вот где-то плыть по течению, нет. По этой карте мы больше где-то на стороне собственных возможностей и одновременно с концентрацией внимания, потому что обстоятельства будут все время меняться, и мы должны быть также готовы к тому, что вносить коррекцию. Что-то для нас, знаете, как намерение, цель не должно меняться, а вот планы корректировать мы как раз можем и должны, чтобы сохранить свои какие-то позиции. Это будет важно. Чего не избежать. А знаете, как людей может быть много? Людей, которые, каждый думает что-то свое. Или тех людей, у которых будут меркантильные какие-то свои интересы, о которых вам никто не расскажет. Но как раз на вас воздействовать могут, чтобы вы либо с кем-то согласились, либо в чем-то приняли участие. Или, может быть, сказали бы, допустим, приняли чью-то позицию, да, что да, я согласен, я кого-то там поддерживаю. А карта говорит, нет, тебе туда не надо. Займи позицию стороннего наблюдателя и своими делами продолжи заниматься, все, другого как будто не предусмотрено. Да, по этой карте как раз предполагается, что у нас хватит сил, если это необходимо, где-то парировать свои позиции, сохранять. Но опять же, целесообразность, а нужно ли кому-то что-то доказывать. Вот это второй какой-то момент, когда будет важным не ввязаться в какой-то спор или в какое-то соревнование, которые могут инициировать люди. Людей будет много. Может быть, люди будут с разными характерами, с разными позициями восприятия, с разными психологическими аспектами. Вот это тоже момент, примите. Поэтому где-то быть готовым эмоционально выдержать какую-то ситуацию для вас будет очень важно, мои дорогие. Вы как будто не избежите какой-то турбулентности, и поэтому собственные позиции для вас важнее всего. Все. Но вы на все влияете. Это два не старших, младших аркана. И это значит, у нас все под контролем. Ну, в первую очередь, наверное, эмоциональный фон наш должен быть под контролем. Чему сейчас не время? Карта шестерка мечей прекрасная. Любая шесть вообще означает победу. И неважно, какой масти, или у нас жезлы, или у нас мечи, или кубки, или пентакли, есть какая-то победа. Чему не время? Иногда эта карта говорит о переезде. И поэтому, если у вас какой-то переезд был в перспективе, может быть, отложится на эту неделю. Или, знаете, если спонтанная какая-то, как будто поездка происходит, тогда тоже не нужно торопиться. Это точно. Стоит, видимо, что-то просчитать. А если есть возможность, может быть, и перенести, вполне вероятно, какие-то обстоятельства еще для нас откроются, и тогда мы сделаем для себя что-то с большим плюсом, вполне вероятно. Где-то не думать о том, что мы сейчас можем что-то, знаете, нам ведь сказали по шестерке жезлов, что победители, это ощущение собственной значимости нас где-то будет наполнять, придавать силы, но, наверное, не время, знаете, себя позиционировать где-то победителем, может быть и так, больше какой-то нейтралитет занимать, вот судя по семерке жезлов, дабы наши собственные позиции где-то, ну, так вот не пошатнулись. С другой стороны, по шестерке мечей может быть еще и такой момент. На этой неделе, если вы планировали, допустим, поменять должность, или, может быть, открывается какое-то предложение с новыми перспективами, значит, попробуйте проманипулировать таким образом, чтобы буквально, допустим, на новую работу вы перешли не на этой неделе, да, прийти-то можно, а вот бумаги, документы были составлены со следующей недели, или буквально билеты куплены куда-то тоже, но почему-то карта говорит, что не на этой неделе, но кто знает, по крайней мере, если мы
говорим в позиции, чему сейчас не время, то не время именно теперь какую-то структуру вам ломать, и не время себя, словно хлопнув дверью, предположим, уйти, не время куда-то отправиться в какое-то путешествие, поездку, вот именно в сроках этой недели. Позже, пожалуйста, но вот как будто не сейчас. Это нам может помешать. Давайте узнаем, что нам будет помогать. В моменте здесь и сейчас, когда у нас все под нашим контролем, у нас выпадает король пентаклей. Это может быть как буквально человек, который сделал себя сам, который, может быть, и должность занимает, или имеет бизнес, который именно построил какую-то собственную траекторию успеха, и он нам может помогать. Также, если мы рассматриваем энергетику, такая позиция для нас тоже будет в помощь. Когда мы контролируем свои финансы, когда у нас под контролем все дела дома, все дела семьи, когда мы четко знаем, что мы хотим, когда мы правильно просчитываем риски, когда мы собой не рискуем от начала до конца. Это все то, что я сейчас сказала, и в целом нам об этом говорит карта. Вот ваша какая-то победа, она важна, удерживать пока позиции. Но на переправе коней мы не меняем, это факт. И если есть какие-то возможности, мы тогда тоже от них не отказываемся. А значит, как-то надо будет проманипулировать так, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. Вот такая задача перед вами, мои дорогие водолеи. Что скрыто? Мы можем столкнуться с великим манипулятором иногда. Это карта королева кубков. Прекрасная карта. Кстати, про интуицию где-то. Хотя она может и говорить о какой-то личной истории вашей, может быть, что-то, ну, есть в вашей семье или у вашего партнера, или у родственников вашего партнера или партнерши, да, и какая-то, ну, как новость придет на неделе, да, вы даже не предполагали или в том направлении не думали, а здесь что-то, правда, вот как по Нептуну, будет что-то прояснено, да, какое-то известие, самое разное. Хотя, с другой стороны, мы можем и столкнуться, почему я сказала манипулятор. Раньше королеву кубков изображали королева-русалка, прекрасная, которая заманивала рыбаков и моряков на глубины морские, обещая им несметные сокровища и любовь. Все вместе, сразу. Ей верили, за ней шли, и там вот на глубинах оставались. Поэтому нами могут пытаться через мягкие эмоции манипулировать. Вот если в позиции что скрыто. Значит, слушайте свою интуицию и держите все под контролем. Руку на пульсе. Здесь надо видеть что-то по факту. Тут не замечтаешься. Есть какая-то реальность, конкретика. И как будто больше ничего на этой неделе. Ну, давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. Да, отчасти, ведь это карта гармонии, карта какой-то неспешности, неторопливости, не предполагает она к тому, что мы где-то отправляемся. Карта больше говорит о том, что какой-то период жизни, наоборот, может словно растягиваться для нас по времени. Или ключ к решению того или иного вопроса будет зависеть от нашего взаимодействия с людьми, правильного взаимодействия, возможности договориться, держать какой-то эмоциональный баланс, быть спокойным, гармоничным как в душе, так и транслировать где-то вот это спокойствие, и тогда для вас нет ничего невозможного. Может быть, как раз поможет какие-то сохранить позиции или не упустить какие-то новые возможности. Все-таки шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Но у вас она выпадает в позиции, чему сейчас не время. Хотя карта победителя нам сказала о теперешней победе, но как будто следом еще идет один успех, еще какая-то для вас возможность большая. Но сказать, что мы переключаемся с одного на другое или бросаем одно и уделяем внимание чему-то другому, нет. Тут придется совместить что-то. Тут нужно словно соединить, может быть, несоединимое. И вот такая задача для вас будет. Не упустить еще дальнейшие какие-то свои перспективы, к которым вы, скорее всего, приступите, но через вот эту как раз неделю. И это будет для вас тоже важно. Вот таким прозорливым, внимательным и дипломатом вам нужно быть. Финансы. Вот семерка мечей тут конкретно говорит, что манипулировать нами могут, правда. Называют это карта вора или хитреца, хотя нигде это не прописано про вора именно, про хитреца прописано. Но, тем не менее, знаете, как
передается из уст в уста. И значит, есть такой момент или опасность, а с учетом, что с 23 числа Меркурий в ретро-движении, и мы с вами говорим, сбои в электронных системах расчета, или мы не переходим по мутным ссылкам, или непонятным. Фишинг у нас просто процветает, мои дорогие. Наверное, и на европейской территории, и, я думаю, на всех остальных территориях тоже. Правда, много, увы, какого-то обмана и мошенничества, и поэтому мы должны быть очень внимательны, не делать что-то по наитию, или из любопытства, или в надежде, что нам кто-то что-то пообещал. Здесь самому где-то придется хитрить, потому что и люди могут с нами поступать так же. Ну и, понятно, быть внимательному к своим сумочкам, портмоне, к паролям, аккаунтам, может быть, что-то проверить, чего-то не упустить. Да, великим манипулятором быть тоже придется. Вот такие энергии, такое время, значит, все на то, чтобы свои позиции сохранить и в личной жизни. Нам карта говорит, мы складываем оружие, мы ни с кем ни о чем не спорим. Будет очень важно для вас, словно, знаете, привести мысли в порядок и отдохнуть полноценно. Может быть, и события этой недели, вот такое напряжение, да, сложно быть, правда, дипломатом иногда или какую-то диалоговую форму держать, когда люди настроены на что-то противоположное, а нам как будто нужно решить свой вопрос, сохранить свои позиции, и поэтому хочешь не хочешь, а дипломатия нам идет определенно в плюс. И может быть для того, чтобы наши планы кто-то не узнал, может быть и так. И в целом это будет напряженно для нас ощущаться, и поэтому отдых будет важен. Будет важно, повторюсь, так же, как и отчасти не рассказывать о своих далеко идущих планах. И если мы говорим вообще про личную какую-то жизнь, ну, карта не предполагает каких-то перемен резких. Больше говорит о том, что ну, отдых нам необходим. Я так думаю, что для тех, кто в паре, у кого все определено и понятно, как по предыдущей неделе, глобальных изменений на этой неделе как будто не ожидается. Тут есть какая-то самореализация для вас или возможности для себя что-то сделать с большим плюсом, или удержать словно заданные позиции, что-то адаптировать, совместить, с кем-то договориться. Вот договориться именно в плане, когда ваш есть какой-то интерес конкретный, не чей-то интерес, вот это помните, а именно ваш должен быть интерес без зоны риска для вас, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.